Всем привет! Вы на канале Tesla 36, и сейчас я вам расскажу, что же я с собой увожу в этом рюкзаке, который весит 10 килограмм. Поехали! Итак, насос аналоговый со встроенным манометром и с клапаном блокировки. Можно подкачать свое моноколесо, но чаще всего приходится подкачивать того парня, который поехал на самокате. Переходник с обратным клапаном для того, чтобы можно было подкачать колесо с очень неудобным соском. Набор отверток. Разные там звездочки и так далее, просто мелкие отверточки, где-то что-то подкрутить. Хорошо, когда с собой. USB вольтметр с возможностью измерения нагрузки и так далее, и так далее, и так далее. Связь по Bluetooth. Можно всегда подключиться к USB выходу для зарядки моноколеса, померить действующую величину напряжения, то есть какой ток тянет и так далее, к самокату, к чему угодно. Кабель на ходу померить, барахло, не барахло тебе подогнали. Паяльник. Паяльник с немного олова, там, паяльник TS80. Ну, я думаю, это погуглите, посмотрите. Очень удобно. Работает от Powerbank Quick Charge 3.0. Ну, нужно повышенное напряжение. Но, тем не менее, никакого дополнительного источника питания, вроде там 12 или 24 вольт, ему не нужно. Мощности хватает для того, чтобы спаять какую-то слаботочку на ходу. Это бывает тоже незаменимо. Ну, раз есть паяльник, его надо куда-то подсоединять. Powerbank фирмы Huawei с режимом Quick Charge. Дальше. Запасной фонарь. Потому что может так получиться, что основной фонарь разряжен, что-то ты где-то не успел зарядить, и оказаться ночью без света, особенно где-то в парковой зоне, это ужасно. Так. Потому что основной фонарь находится на лямке рюкзака, вот в этом месте для удобства. Так, ну это у нас... не знаю, тренога, селфи-палка, назовите как угодно, с Bluetooth управлением. Очень нравится, очень удобно. Можно сделать как селфи-палку, можно использовать как штатив с определенной высоты и так далее. Очень удобная вещь, практически ничего не весит, места много не занимает, цепляется любая камера, любой смартфон. Несмотря на то, что сейчас лето, иногда бывает, что ночи бывают очень холодными. Особенно если ты находишься где-то вблизи водоемов, поздно вечером, не знаю, задержался на покатушке, неважно. Может случиться так, что днем было плюс 28, а ночью ты едешь плюс 16, плюс туманчик, роса и так далее. И вот в таком прикиде на скорости 50 км в час становится очень некомфортно. Поэтому в рюкзачке вот такая жилеточка, она очень вот компактно сворачивается, почти ничего не весит. Вожу ее с собой уже второй год, и обратите внимание, она с подогревом. Тот же самый Powerbank, который мы используем для паяльника. Если нам не удалось никому помочь и припаять что-нибудь к самокату, подключаем сюда. Все, жилетка активирована. Есть несколько режимов. Нажали, подержали. Максимальный режим. Так называемый медиум. Ну и режим энергосбережения, когда ты максимум нагрелся, это просто поддерживает тебя. Нажали, подержали, выключилось. Вещь, считаю, незаменимая. Ничего не весит практически.
Не могу сказать, все это покупалось на китайском сайте. Конкретно эту жилетку, ну, ребят, москвичи знают, брал у Ивана 100 киловатт. Есть у нас там продавец такой. Что-то в районе 3000 рублей. Ну, такие же можно заказать и на Алиэкспресс. Будет чуть дешевле, просто долго ждать. Я мерз, мне нужно было срочно, поэтому... Открывашка. Открывашка современного формата. То есть здесь у нас встроен кабель для зарядки айфона. Ну и к тому же это просто очень удобная открывашка. Гаечные ключи. Ключики у нас 8х10 и 9х8. Их я использую для регулировки тормоза на первом своем самокате Xiaomi M365, поскольку мой путь в электротранспорт начался с клуба сяо-котоводов. Вожу в основном для того парня, который окажется рядом. Мультитул. Очень многофункциональный. В хозяйстве всегда пригодится. Так, дальше. Переходник, кабель для зарядки моноколеса. Сделан из штатного. На ответной части 2 разъема XT60. Мама и папа, для того, чтобы можно было подключить практически любое зарядное устройство для зарядки колеса не дома. Стаканчик. Очень удобная и незаменимая вещь. Где бы и как бы вы ни перемещались. Места много не занимает и ничего не весит. Едем дальше. Разводной гаечный ключ. Ну, потому что весь набор рожковых ключей с собой возить невозможно, а вот эта штучка очень часто выручает. Очень часто спрашивают самокатчики. Вот. Ну, если уж начали по электрике. Небольшой прибор. Компания Unity. UT120C. Опять же, измерить где-то напряжение, что-то еще. Конечно, у него есть небольшая погрешность, но для полевых замеров вполне себе подойдет. Проводку можно проверить, коротит, не коротит, там что. А часы. Часы фирмы Pebble, ныне несуществующая модель, использую для отображения текущей скорости моноколеса во время поездки через приложение Wheellock. Так, кабели. Кабели для зарядки фонарей дополнительного и фонаря, который используется как светлячок на внешнем подвесе моноколеса. Откладываем. Небольшое количество кабелей с переходничками. Type-C, micro-USB и так далее, и так далее. Есть даже кабель AUX. Ну, в общем, каждой твари по паре. Неизвестно, что пригодится. Кстати, спрашивают ребята часто. Подзарядить телефон, кто-то кабель забыл, порвался, еще что-то на покатушках и при встречах очень часто используется. Что у нас осталось? Футляр для очков. Вот. Чтобы очки, это вот сейчас я временно сюда повесил, можно было убрать, ничего не царапалось. Ну и здесь запасные ночные очки, так называемые. Там установлены просветленные стрелковые линзы. Очень хорошо в темноте, очень хорошо видно. Ну, моя слабость, увы, вредная привычка — табак в жестяной баночке. Ну и раз есть табак, то, соответственно, должна быть и трубка к этому табаку. И на закуску визитки нашего клуба, в котором я состою. Несколько штук для того, чтобы, если поймал какого-то дикого человека на электротранспорте, и он изъявил желание узнать что-то больше или пообщаться с соклубниками, просто долго объяснять не надо, даешь визиточку, сзади штрих-код,
человек наводит и попадает сразу на сайт клуба, где форум, все вопросы. Ссылочка будет в описании к этому видео. Если вы досмотрели до конца этого видео, я и создатели канала Tesla 36 благодарны вам. До свидания, ставьте лайки, может быть, еще увидимся. Пока!